Возможно, вы представляете себе Таиланд таким или таким. Кто-то из вас думал, что Таиланд – это массажи и прогулки у моря. Но я хочу показать вам Таиланд совершенно иной, такой, каким увидела его я. И вот мы наконец-таки приземлились. 10 часов полета из Москвы себя полностью оправдали. Невероятно зеленый, атмосферный Пхукет. Как только мы вышли из самолета, в нас сразу же вдарила невероятная влажная жара. Дойдя непосредственно в сам аэропорт, мы обратили внимание, что кей-поп-артисты там пользуются большой популярностью. Дорога в наш отель занимала около 2 часов. На протяжении всей дороги наш автобус обливали огромным количеством воды. Оказалось, что мы прилетели как раз в тот период, когда тайцы празднуют свой Новый год. Новый год здесь носит название Сонгкран. Этот праздник празднуется как раз в тот сезон, когда заканчивается жара и начинаются дожди. Мы с Мартином отдыхали на западном побережье Пхукет, где расположены самые классные и чистые пляжи острова. С этой стороны остров омывается Андаманским морем, которое является как бы продолжением Индийского океана. Мы решили выбрать отель, который находится немного дальше от самого пляжа, от улицы Банглор-Роуд, так как мы хотели более тихий созерцательный отдых, и отель с бассейном на крыше был идеальным вариантом. Как тебе первое впечатление о Таиланде? Ну, с учетом, что я не могу ничего есть, поэтому пока не знаю, мне нравится. А почему ты не можешь ничего есть? Потому что завтра меня ждет интересный эксперимент, который заснимут долго, и я не буду рассказывать никому пока что. Короче, завтра будет самое интересное, да? Ты все расскажешь. Мне принесли том-ям. В него входят какие-то грибочки непонятные, но вкусные. Креветки большие королевские, помидорки, лук. Ну и, собственно, сам рис. Это я уже тут намешала себе. А, к слову, все это блюдо стоит около 250 рублей. Ну и, конечно, молочные коктейли. Они стоят по 120 рублей. Как погодка? Мокро? Что-то дожди полили очень быстро, буквально за секунду, обвалило все. Банглор-Роуд – это самое тусовочное место Пхукета. 400 метров баров, клубов, а также все различные шоу, которые только придут вам в голову. Нам повезло, и мы попали в тайский Новый год. И вместо снега у нас была вода. Очень много воды. Тайцы обливали абсолютно всех, кого видят на своем пути. Конечно же, мы решили прогуляться к морю, несмотря на то, что уже было достаточно темно, и повстречали много интересных живых существ. Вдали от тусовки пока что мы решили спасать медуз, потому что здесь их очень много. Прям буквально на каждом шагу. И не только медуз, но и крабиков. Правда, они совсем маленькие, но медузки вот они. Крабсбургер. Давай, бро. Опа. Вот это мой рай просто. Мартин, хочешь? Да, сожрешь? Все съем попробую.
это, ребята, краб. Вот, почему он связан, да? Потому что нельзя есть мертвого краба, он тухнет, поэтому он должен быть живой. Вот, чтобы его нормально приготовить, потом его кидают, и он уже краснеет. Вот, скорее всего, это такой вид. Здесь косяки стоят от 150 бат. Это 450 рублей за, наверное, где-то 0,43. И тут вот абсолютно разные шишки есть. И все можно попробовать. Обычай в Таиланде, что если ты строишь свою недвижимость, то ты обязательно должен построить храм, где будут делать подношения. И так новые инвесторы привлекаются в Пхукет, в Таиланд. И если вы хотите здесь остаться, вы обязательно должны построить такой мини-храм. Чем больше здания, тем больше должен быть этот храм и эти подношения здесь. Нас обмазали белой глиной. Это такой, некий ритуал, во-первых, да, на Новый год тайский, который проходит сегодня. Но в то же время это отличное спасение от жары, потому что эта глина, она замешивается вместе с ментолом. Не знаю каким, но жжет она очень жестко, да. Да, подготовился. Оп-оп-оп-оп-оп. Доброе утро. Это первое утро на Пхукете. И сейчас, по-моему, 9 утра. В Калининграде это примерно 4 утра. Разница 5 часов. Я уже в бассейне. Мартин поехал на камбу. Камба — это такой ритуал, где тебе делают ранку, а в нее прижигают яд древесной лягушки огромной, которая здесь водится. Ну и, собственно, таким образом организм очищается. И говорят, что некоторые люди и пить бросают, и курить бросают, то есть, в принципе, польза от этого есть. Вот. Его не будет около 3 часов, я его уже проводила на такси. Он поехал за 20 километров отсюда, скорее всего, в район, где живут русскоязычные люди. Как раз-таки эту процедуру и будет проводить русскоговорящий человек. Вот, поэтому я жду отзыва. Мартин сказал, что все это будет снимать, поэтому это все можно будет увидеть в нашем блоге. А пока я отдыхаю, потихонечку уже планирую, что буду делать эти 2 недели в Таиланде. Все-таки сейчас мы как раз-таки попали во время, когда празднуется таиландский Новый год, и я думаю, что будет много интересных активностей, которые я вам, конечно же, покажу. Лицо у меня, конечно, опухшее, потому что я не выспалась из-за разницы часовых поясов, но думаю, что за несколько дней я постараюсь к этому привыкнуть, по крайней мере, и буду выглядеть намного лучше, чем сейчас. Но, тем не менее, чувствую я себя прекрасно. Все-таки вырваться в совершенно другой мир, совершенно другим климатом, растениями вокруг, животными, это невероятно круто. Поэтому наслаждаюсь и беру от отдыха все, что могу. Всем привет! Сейчас я еду на камбо. Вот, пожелайте мне удачи. Через где-то 15 минут я приеду, и я не знаю, что меня ждет. Но я думаю, будет прикольно. А еще вот на какой высоте находимся. Вот. И мы вот по таким горочкам поднимаемся. Вообще очень круто здесь. В прямом смысле. Так, не я один, походу, приехал. В общем, я после церемонии камбо. Я немножко опухший.
Вот, видите. Но это опухшесть пройдет. Пока я все еще жду Мартина, он не отвечает на звонки и сообщения. Надеюсь, с ним все в порядке. Вот. Я решила пройтись до обмена валют. На Патонге есть один выгодный обменник. Он находится прямо-таки на одной из главных улиц Патонга, которая пересекается с улицей Бангла-Роуд, одной из самых известных и шумных улиц, собственно, Пхукета. Я взяла с собой около $700, поэтому сейчас мы посмотрим, сколько мне, собственно, дадут батов. А пока я в дороге, покажу вам немножечко, что у меня находится вокруг. В Таиланде сейчас марихуана полностью легальна, поэтому каждые 10 минут, да даже чаще, вы в то и время будете встречать эти магазины. Любой желающий может купить местные марихуаны, а также разных вкусняшек с добавлением канного масла. Вот мы и добрались до обменника, не перепутайте. Выглядит он вот так. Большими буквами написано Exchange. Находится он напротив Санди Массаж, Ginger Массаж. Ну и, в общем-то, понятно, я обменять $570, это 20 600 бат. Правда, один из лучших курсов, который может быть на Патонге. Предупрежу, что для таких обменников всегда требуется паспорт, особенно если у вас какая-то большая сумма. Поэтому с собой не берите, это не очень безопасно, но обязательно сделайте либо распечатку, либо скриншот вашего паспорта, чтобы вам, собственно, выдали деньги. А сейчас я отправляюсь в 7-Eleven, это сеть магазинов розничной и продуктовой продукции. Не знаю, что это, но я почему-то хочу это взять. Поэтому, пожалуй, я возьму. Как я понимаю, здесь популярны витамины в жидком виде. Вот так вот они выглядят. И они на самом деле очень маленькие, то есть вот из разряда вот такая вот баночка. Да? Я взяла вот такую попробовать. Посмотрим, что это. Ну, как я понимаю, это витамин С. Наверное, надеюсь. Ребят, ну это вообще чипсы Лейс со вкусом суши. Шашлык, ну, сметана и зелень, это мы знаем, это курочка карри, как я понимаю. Короче говоря, будем пробовать. Я думаю, что нам вообще с Мартином нужно сделать обзор чипсов из Таиланда. Вот такая вот замечательная корзина продуктов у меня вышла. Все это мне обошлось в 600 бат. То есть это приблизительно 1500 рублей. Я набрала, на самом деле, то, что мне просто понравилось визуально. Какие-то, я не знаю, ну это кокосовое молоко, судя по всему, смешано с обычным молоком, потому что цвет белый. Чипсы, ну куда без этого. Разного рода лапша, конечно, лапша, чтобы попробовать сразу здесь в тарелке. Это я, скорее всего, заберу к себе домой просто. Различные напитки, ну это кондиционер, потому что дома я не взяла. И вот такие вот даже утята из кокосового молока. Короче, будем пробовать, посмотрим. Но я думаю, что это все очень вкусно. Мартин, с возвращением! Ну, короче, прошел я этот пиздец. Вот. Всем советую. Опухшее лицо. Чуть позже расскажу, что это за состояние. Я буду жрать. Это, кстати, не больно. Татуировка больнее. Опишите, пожалуйста, что вы заказали. Ну, блядь. Паттайя салат. Да? Паттайя салат? Да. Что здесь есть? Я ничего не понимаю. Ну, как я Это понимаю, тофу. это тофу, да. Потом лапша. Лапша. Вот это я тоже не знаю, что это. Скорее всего, это какой-то фрукт, как будто, нет? Я не понимаю. Ну и какие-то морские обитатели, которые выглядят вот таким вот образом. Если вы знаете, что это, пишите в комментариях. Мы пока не поняли. Такие резиновенькие. Вдруг это улитки, не? Ну, кстати, возможно. Короче, вкусно? Как бы ты описал это блюдо?
кисловатая, короче, с лапшой, с кислыми какими-то овощами и с какими-то улитками. Короче, ну, вкус такой уксусно-кисловатый и с орешками еще. Просто Мартину сейчас нельзя есть ничего, кроме вот овощей, фруктов и прочего. Но ему нравится, это главное. Так, ну что это, рассказывай. Я заказала классический паттай с креветками. Конечно, я обязательно обработала ручки. В Голландии это очень важно. Давайте попробуем. Креветки тут достаточно большие, королевские. Они здесь почти везде, такие маленькие, как снег. Ничего. Креветка, но в отличие от наших, они отличаются менее ярко выраженным вкусом, но, скорее всего, потому что они королевские. Они априори. Что касается основы, Да, вкусно. Дай попробовать. здесь получается лапша, омлет, зеленый лук, потом, я не знаю, это, по-моему, капуста кипчи. Я не знаю, я, может быть, не права. Собственно, креветки и тофу. Связки это очень вкусно. За все это мы отдали, по-моему, 180 бат. Да. 180 умножить на 3. Короче, пипец. Около 500 рублей за 2 полноценных блюда, которые достаточно сильные. Что это такое? Не видно. Странный. Бля. Очень странный вкус. Сейчас попробую. Ну, все, я в говно, я накуренный. Ладно. Итак, у нас ананас с рисом. А в рисе у нас тоже там креветки, короче, есть, да? Да. Возможно, какие-то кальмарчики даже. В общем, сейчас будем пробовать. Давай, Мартин, ты первый. А это манговый фреш. Манго, кстати, здесь очень вкусный, просто безумно. С теми, которые есть в России, не сравнится. Рис с карри, с горошком, с креветкой. Сейчас попробуем. Вкусно? Обычный рис с карри. Кукуруза. И горошек. И яблоко. Вау. Чтоб он не становился холодным, короче. Это было безумно вкусно. Мартин доедает остатки, потому что такого сочетания он никогда в жизни не ел, и ему, видимо, очень понравилось. А теперь приступаем к супчику. Давай. С половничком. Все как надо. К слову, мы думали, что это будут просто 2 небольшие порции, ну, точнее, как бы стандартного размера, а это оказались 2 огромные порции, которые просто, ну, как бы, грубо говоря, в одно лицо точно не съешь. В супчик входит кокосовое молоко, курица, куриный бульон, помидор, лемонграсс, кинза, лук, что-то еще, по-моему.
имбирь. Ну и, собственно, все. И он получается невероятно пряный, вкусный, просто отпад на самом деле. Кислая, сладкая, пряная, кокосовая. Кисло-сладкая вообще. Пушка. Ну и завершить эти долгие 2 дня, которые мы посвятили ознакомлению с островом Пхукет в нашем бассейне. И, ребята, вы даже не представляете, насколько он теплый, чистый и привлекательный. Наверное, это был лучший бассейн в моей жизни. Следите за обновлениями на моем канале. Я буду выпускать видео из Таиланда каждые 2 недели. И пока ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока!